Не слышу. Фестиваля. Ой, прошу Да. прощения. Здравствуйте, дорогие участники четвертого международного детского фестиваля кино и телевидения «Киносвет». И у нас сегодня замечательная встреча с прекрасным человеком. Это народная артистка России, режиссер, мастер с большой буквы и прекрасный человек, наставник. Я очень рад, что сегодня мы с вами сможем поговорить, пообщаться и соприкоснуться с сердцем с этим человеком. Дорогая Елена Октябрьевна-Цыплакова, пожалуйста. Вот, Володечка, приветствую всех. И я просто для того, чтобы не усложнять ребятам жизнь, можно в кино все просто, можно обращаться просто Елена. Не обязательно по отчеству. так, я не смогу, Елена Октябрьевна, я тут вырос, Ну, вы ты же меня, хорошо знаешь, вы а же ребята воспитали меня. тяжеловато. Могут просто Елена обращаться. Ну, друзья, вам разрешили, если позволите, я все-таки останусь вот в этом привычном мне, это мое как бы проявление уважения к вам, потому что Спасибо. нас связывает с вами, ну, для меня связывает очень много ваших наставлений, много ваших мудростей, которые уже долгое время, уже больше 10 лет до сих пор прорастают во мне, и слыша ваши фразы, эти замечательные кухонные разговоры, которые проходили Да-да-да. у вас в квартире, вот, Ну и вот те я сейчас наставления. тоже на кухне в Твери, на съемках, и вот мы тут живем в этой квартире, вот поэтому тоже опять разговор на кухне. Это символично для нас, и я очень рад, Да-да. что ребята тоже смогут погрузиться в такую семейную атмосферу. Домашнюю, да. Домашнюю, да. Спасибо вам большое, что вы нашли время. У вас сейчас плотный график. Вы уделите для У нас меня вот это. сегодня выходной, видишь, как все устроилось. Это просто милость Господа. Да. Поэтому ребята подключились, трансляция идет, и первое, что хочется спросить у вас, Елена Октябрьевна, это чтобы ближе с вами соприкоснуться, поделитесь, пожалуйста, как вы пришли вот к этому пути, то есть как вы попробовали, встали сначала на актерский путь, да, а потом перешли уже уже в режиссуру пошли. Вот как, что вами Да. двигало, и есть ли у вас ощущение, что вы уже полностью нашли себя, или вы еще находитесь в процессе? Ну, вообще, если учесть, сколько мне лет, а мне 61 год, то я уже, в общем, наверное, куда-то опять в другую сторону, наверное, вряд ли. Вот. А началось все с 14 лет. Я начала сниматься в кино у Динары Асановой. Это была замечательная картина «Не болит голова у дятла». Вот. Мы познакомились с Динарой, я не мечтала быть актрисой, я занималась математикой, рисовала, в общем, меня носило во все стороны. А тут, в общем, начала сниматься в кино, мне, конечно, очень понравилось, потому что Динара очень талантливый человек, она очень интересно с нами работала. Вот. И после фильма у Динары меня стали приглашать. Я до окончания школы уже в нескольких фильмах снялась, и, естественно, после школы поехала в Москву, я родилась в Ленинграде, поехала в Москву поступать в театральный вуз, потому что очень многие актеры советовали, что если хочешь быть актрисой и научиться, лучше все-таки работать в театре, потому что театр – это мастерская актера. Он дает возможность работать подолгу, репетировать, играть в спектакли. Кино, в общем, кино несколько потребительски относится к актерам. Оно требует результата сразу, сейчас, в конкретном дубле. Но для этого ты должен... Это тоже профессия, которая требует определенных навыков. Вот, и поэтому я поехала и поступила в ГИТИС. Но мне, правда, пришлось оттуда уйти после фильма «Школьный вальс», потому что, ну, в общем, не очень любили в театральных вузах, когда студенты снимаются, потому что, Мгм. в общем, специфика есть разная. Кто из ребят хочет быть актерами, они должны понимать, что в кино и в театре есть некие специфические такие возможности и способы работать, потому что в кино есть крупный кадр, там нельзя, допустим, слишком ярко и громко говорить, а в театре это нужно делать, но делать это органично. То есть своя специфика. Поэтому иногда в театральных вузах не любят, когда ребята снимаются. У меня произошла такая же история, мне пришлось уйти, но я перевелась в ВГИК, потому что я уже снималась у Льва Александровича Хулиджанова в картине «Карл Маркс. Молодые годы», и когда я сказала, говорю, меня утвердите, говорю, меня могут выгнать из-за съемок. Он говорит, ну, если тебя, говорит, выгонят, мы тебя возьмем. Так и получилось. Меня выгнали, я пришла в ВГИК. Это кинематографический основной.
Мгм. Вот. Но там, правда, я пришла уже на год старше, при переходе, за 3 года практически я окончила актерский факультет, но я училась на совместном курсе актерско-режиссерском. Мы очень много сами ставили, сами придумывали, и поэтому наступил момент, когда мне захотелось заняться режиссурой. Я поступила второй раз в АВГИК, уже на курс Алова и Наумова. Вот, у меня там был педагог один и тот же, который был и у Кулиджанова с Слезновой, и у Аловой и Наумова, Георгий Склянский. Вот, он сказал, что мы добираем женщину на курс. Хочешь? Я говорю, да. Вот, был конкурс, но взяли меня. И, в общем, я дважды окончила в ГИК. Проработала 6 лет в Малом академическом театре. Вот. Когда уже надо было снимать диплом режиссерский, то мне пришлось уйти из театра, потому что у меня Мгм. совпадали сроки сдачи спектакля, съемок по плану о фильме. А, Невозможно было перенести на другое время. Был скандал, мне пришлось выбирать. Либо в театре работать, потому что я репетировала тогда Павлу Зыковых с Хефицем. Вот. Он возмутился, потому что у нас съехали сроки в театре. Театр же живет своей жизнью. Вот, а в кино больше сроки все нужно соблюдать. Но Мгм. я ушла. Но вот потом тут кто-то из ребят спросил, в скольких фильмах снялась. Но у меня больше 70 проектов, вообще так вот. И актерских, и режиссерских. Ну, правда, режиссерских мы на одном фестивале, смешно, на детском фестивале в Самаре меня спросили, сколько фильмов вы сняли. Я говорю, ну давай считать. Я начала там э, «Мышовый рай», «Я уповаю». Дальше пошли сериалы там, 23 серии «Семейные тайны». Потом пошли 288 «Кармелита», 266 серий «Женщина без прошлого», потом 170 «Пока станица спит», 60 мальчик посмотрел и сказал, говорит, много. Я говорю, плохо с арифметикой. В общем, вот так. Сейчас тоже снимаюсь, слава богу, и вот сейчас я в Твери, у нас здесь проект такой, сельский детектив. Я играю тетю Нину, такую дамочку, которая все про всех знает, при этом вляпывается все время в какие-то истории. Комедия. Вот. Поэтому приехали, вот решили еще продолжить сериал, написали новые 8 серий, вот сейчас опять буду сниматься, снимаемся уже. Мгм. Ну так вот, работаю во все. Спасибо большое. Лена Октябревна, вы затронули сейчас такую тему очень важную. Конечно, хочется в жизни, чтобы было все легко, чтобы тебя как будто взяли и так и понесли, понесли, понесли. Однако Нет, случается это делать так не выбор. бывает. Да. Должны ребята быть готовы к тому, что не все просто. Мало того, есть внешние трудности, которые, да, там требуют определенной какой-то отдачи, времени и всему остальному, но есть и внутренние. М. Мы тоже должны в какие-то моменты себя, может быть, ломать и заставлять какие-то вещи делать. Потому что я могу сказать, у меня были проблемы во время учебы только одни. Съемки совмещать с учебой очень сложно. Это всегда, в общем, вызывает определенное раздражение у педагогов. Но сейчас, не знаю, мне кажется, сейчас проще к этому относятся. Раньше это было очень жестко. Поэтому, в общем, мне приходилось как-то юлить, и выкраивать, быть более собранной. Я могу сказать, что сейчас у ребят будет одна сложность. Раньше, вот я-то уже 46 лет в кино работаю, уже много. Раньше были совершенно другие сроки выработки. Сейчас нужно быть настолько собранным, то есть быть готовым, потому что вот, допустим, сериалы снимают, присылают огромное количество текста, который ты должен говорить. Я просто параллельно буду читать. Еще раз повторите этот вопрос, я не успела прочитать. Выбор Вот. между театром и кино всегда труден. Почему перевесило кино? Я вам могу сказать, что театр это военное положение. То есть даже если ты не играешь спектакль, то есть не твой состав играет спектакль, ты должен дождаться начала спектакля, потому что мало ли что-то произойдет по дороге, э, и другой артист не сможет играть. То есть это военное положение. И Мгм. всегда для съемок даются только свободное время от работы в театре. Но кино пересилило, потому что я в кино
шла, и мне было интереснее. Хотя вот самое смешное, я сейчас являюсь уже второй год главным режиссером Ногинского театра драмы и комедии. Я поставила там 11 лет назад «Мать Иисуса» по Володину. До сих пор идет спектакль, я очень рада, он очень такой значительный для меня. Вот. Мы сейчас работаем, но не знаю, насколько я смогу это продолжать, потому что кино меня все равно затягивает больше. Вот. Мне интереснее. Знаете, я когда поступил в театральный институт, я считал, что я актер только театра. Мне кино было неинтересно, пока не познакомился со своей супругой, а она не познакомила меня с вами. Вот там мир кино То есть я просто вас начал манила. оживать для меня, да, и теперь я очень люблю и уважаю театр, но понимаю, что мое сердце принадлежит кино. Спасибо вам большое, да, действительно хочется так представить себе, что предназначение, ты встал на это и все легко, однако выбор придется совершать в любом случае. И Да дело как, в может том, быть, вы что, Володя, подскажете, Елена, каждый день человек стоит перед да, выбором. Это да, очень важно. Я вот ребятам, которые начинают что-то в своей жизни делать, хочу пожелать вот именно, чтобы они понимали, что выбор они должны делать сами. Почему? Потому что это страшная ситуация, когда человек думает, что он э, делает выбор, потому что его кто-то заставил. Или кто-то виноват в том, что он сделал такой выбор. Потому что вот очень важно понимать, что любой выбор по жизни мы делаем сами. И мы сами будем отвечать за тот выбор. То есть мы выстраиваем свою жизнь своими мыслями, своими поступками, своим выбором каждый день. Если говорить о духовном и нравственном поле нашей жизни, то, наверное, самое главное здесь, знаете, я буквально позавчера села и вот так задумалась. Вот Иисус, прежде чем выйти в служение, значит, он там постился, и он проходил через очень такой важный момент испытания его выбора, как себя вести дальше. И так как он говорит, что я есть путь, каждый человек, приходя во взрослую жизнь и выбирая способ своего служения, будет проходить через этот выбор рано или поздно. Что ему предложил сатана? Он ему в одно мгновение показал все царства вселенной и сказал: поклонись мне, сделаю тебя царем. Он сказал: одному Богу служи и ему поклоняйся. И тогда от него сатана отошел. Значит, на сегодняшний день любая власть, на мой взгляд, любая власть, будь от самой большой до самой маленькой, она, к сожалению, выстраивается такой в иерархии. Ты ходишь куда-то, и ты под кем-то, кто-то над тобой начальник, у тебя какие-то подчиненные и так далее. То есть это и сразу же начинаются испытания на гордыню, на обиды, на украсть, не украсть, и еще там что-то. То есть вот земное служение, земное, любое служение, да, вот наше в миру, кесарево, оно все равно всегда будет попадать под искушения различные каждый день. Кому ты служишь? Если ты поклонился, ты можешь иметь миллионы, но на чем? На подлости, предательстве, на каких-то вещах, когда ты переходишь через людей, наступаешь на чьи-то жизни, либо ты честно, потому что на самом деле очень важно, чтобы ребята понимали, что Господу важен не результат того, что как оценили твою работу, а то, какими средствами ты это делаешь, и ты этого добиваешься. Вот что самое главное. Какими средствами. Честно, порядочно. Но есть одна фраза в Евангелии очень хорошая. Делаешь ли что, говоришь ли что, делай как для Господа, а не для людей. То есть подразумевая, что в каждом человеке есть искра Божья, так сказать, есть образ Божий. Вот. И поэтому делать это как перед Господом, а не перед людьми, потому что перед людьми есть люди разные. Понимаешь, у меня смешная фраза была, я тут ее что-то нашла, даже одно время записала, это очень смешно. Я когда снимала сериал «Пока станица спит», у меня там есть текст один очень интересный. Мы имеем дело с людьми с ослабленным нравственным чувством и расстроенной нервной системой. Это приходится учитывать с одной стороны, но с да. другой стороны я хочу сказать, что вот
Есть очень хорошая книга, молодежи, наверное, полезно будет почитать. Это наш такой философ очень хороший, Бердяев. «Смысл творчества». И он там говорит одну замечательную фразу. Он пишет: «Творчество не должно быть понижено в качестве для большей приспособленности к низшим формам общения. Это грех против Святого Духа». То есть на сегодняшний день нам часто приходится сталкиваться с тем, что если мы там придумываем какие-то достаточно сложные вещи, непростые, ассоциативные и так далее, нам говорят: ой, давайте попроще, чтобы было понятней. Но это может увести не в ту сторону. Поэтому я вот призываю всех ребят, которые хотят посвятить себя творчеству. На самом деле познание мира, размышления, это тоже творчество. Тоже творчество. И я вот в свое время, когда пришла к вере так очень серьезно, пониманию какого-то своего существования, пути, для меня была очень важна фраза, которая есть в Евангелии. Там сказано, что совершенны те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот искусство, кино в особенности, потому что оно самое массовое. Театр смотрит, ну, там 300-400 человек в зале сидят, ну, может быть, больше. А это массовое искусство. Оно может помогать людям становиться более совершенными. Но только в том случае, если авторы, будь то автор сценария, режиссер, актер, вкладывают в это определенный смысл нравственный. Если мы оправдываем зло, вот я, например, пришла к тому, что я всем своим актерам и студентам всегда говорю: если вы хотите хоть немного защититься от того, что вы играете, потому что вся драматургия построена на конфликте добра и зла и так далее, да, и святых играть приходится крайне редко, а то, может, никогда не придется. Вот, поэтому то, что мы играем, нельзя говорить «я» в предлагаемых обстоятельствах, потому что если мы говорим, хоть это и постулат там Станиславского, «я» в предлагаемых, то вы этим самым перед Богом говорите, что вы такой. А дальше будет отработка этого, потому что, может быть, ваш герой совершает неправильные поступки, потому что грех в переводе – это неправильный поступок, ошибка поведения. Вот, поэтому, чтобы защититься, лучше говорить: я показываю, что бывает с человеком, который так поступает. Вот это хоть какая-то защита от того, что вы играете. Это очень важно. Потому что то, как мы мыслим, мы создаем реальность. Мысль материально уже доказано об этом. Мы мыслью своей, своим выбором, своим воображением формируем реальность, в которой мы существуем. Поэтому работа, а кино, представляете, вот есть замысел, есть картинка, люди придумывают, что о чем-то пытаются говорить со зрителями, мы формируем реальность уже конкретно на экране. Она реальность, потому что в этом участвуют люди, огромное количество людей, группа, которые за кадром, они все своей мыслью формируют вот эту реальность, которая есть. А все есть энергия. Григорий Паламарич сказал, что все есть энергия. Даже стол, только грубая энергия. Потому что там тоже есть молекулы, нейроны и все остальное, которое движется, шевелится, это все энергия. И экран передает эту энергию. Зрители ее воспринимают, эту энергию. Можно увлечь человека, но чем? Осознанием того, что это плохо. У меня был такой опыт. Я много всем рассказывала, а тут мне, значит, предложили роль. Есть такой сериал «Ласточка». Я прочитала 14 серий, 16, последние не были написаны, согласилась, думаю, ладно, такая жесткая тетка, директор школы, пихает сына в мэры, не очень хороший человек, прямо скажем, по всем человеческим качествам. Говорю, ладно, сейчас редко пишут хороших. Ладно, сыграю. Приходит последние 2 серии, мне режиссер говорит: Лена, если откажешься, говорит, не обижусь. Я говорю, а что? Он говорит, абсолютное зло. Выясняется, что эта женщина-убийца. Она сломалась на том, когда любовница мужа хотела ее там выгнать, и она убивает ее. И на этом она становится, не просто сходит с ума, потому что есть соматика, а есть одержание, беснование. Она становится бесноватой. И когда мне сказал Денис, говорит, ну вот можешь это сделать? Я говорю, я могу тебе это сыграть, но я сыграю так, что всех будет тошнить от этой бабы. Я не буду ее оправдывать ни в чем.
Я как актриса не буду ее оправдывать. Я сыграю так, я покажу зло. У меня была смешная история. Я пришла в магазин после того, как прошел сериал. Ко мне кинулась женщина незнакомая, говорит: Лена, зачем вы сыграли эту роль? Такую ужасную. Я ей сказала, говорю, знаете, зло надо знать в лицо. Но было тяжело физически, потому что, в общем, это не просто играть такие роли, а это очень часто приходится людям играть. Нужно очищаться после этого. Мы когда снимали «Семейные тайны», когда я пыталась с актерами разбирать все ситуации с позиции заповедей, чтобы они не нарушали, играя. Украл, струсил. То есть мы закладывали ту информацию, которая должна была быть, то есть честно, не оправдывая зло. Если мы его оправдываем, понимаешь, вот есть там, да, мышление, смирение, да, перед чем? Да, да. Если мы смиряемся перед злом, мы попускательством занимаемся или соучастниками становимся. Понимаешь? Смиряться можно перед волей Божией, что Он оставит в эти обстоятельства. Потому что обстоятельства формируют нашу жизнь, наш выбор, наш характер. Вот с этим можно. А со злом смиряться нельзя, иначе мы становимся попустительством, занимаемся. Поэтому, в общем, я очень хочу ребятам всем пожелать, чтобы они очень осмысленно подходили к тому, чем они собираются заниматься. Потому что можно снимать жесткую историю, страшную, просто понимать, для чего. Чтобы не просто попугать кого-то, а показать, что есть зло, что этого нельзя делать. И вносить авторы не всегда готовы какие-то вещи прописывать, может быть, очень духовно, потому что человек бывает на разных уровнях сознания. Наш философ замечательно, он так, грубое деление, они говорили так. Есть 3 уровня таких вот, ну, жестких, да, уровней сознания. Сознание определяет наш уровень сознания. Есть плотское сознание, когда человек раб своей плоти, и он выполняет все, что нужно для плоти. Есть уровень душевный, когда человек живет эмоциями, то есть такой сердечный, да, вот он хвалит хорошо, ругает плохо, ну, на уровне чувственности такой, эмоциональности. Но есть 3-й уровень, духовный, когда человек смотрит на это все с позиции духа. И там совершенно другая мотивация поступков. Я всем своим актерам всегда и студентам говорила, вы должны понимать, какой уровень сознания вашего персонажа. Конечно, не бывает жесткого деления. Люди бывают, поднимаются вдруг, у него прозрение, он выступает как духовный человек, но это нужно понимать, что с ним произошло вот это, то, что он прозрел, что он стал более, так сказать, духовен, там, он эмоционален, или наоборот, он упал. Все это, причем это интересно, на самом деле, когда ты все это понимаешь, это не скучно. Вы знаете, мне в свое время, когда я уехала в Москву учиться, отец написал в одном из писем, он говорит, старайся вводить себя в каждый новый день осмысленно и ново, тогда жизнь не будет скучна. Вот это очень важно, потому что никто вам не впихнет никакие знания, если вы сами не захотите их найти. Потому Ой, что очень важно. ищущий всегда находит. Появляются люди, включил телевизор на нужном моменте, открыл книжку на той странице, которая... Если у тебя есть вопросы, внутренний вопрос даешь, и тебе идет ответ. Не сразу, может быть, через день, через 2, там, через какое-то время, но оно все приходит, если ты хочешь это знать. Поэтому все проблемы наши только от нашего невежества. Невежество от физического до духовного тем более, потому что сфера, в которую ребята хотят приходить, это все-таки сфера духовная. Кино, искусство, театр – это все-таки духовная такая сфера, где полная пища для людей, для размышлений. Вот вы знаете, очень хорошие читала статьи президента Пушкинского музея. Она, Антонова, она потрясающие совершенно вещи пишет. Она говорит, она в искусстве говорит, я хочу быть нагружена высшим смыслом. Я хочу выйти после произведения и думать об этом, насыщаться чем-то новым. Я хочу, чтобы мне искусство, чтобы мне автор что-то дал того, чего я не знаю. Говорит, кое-что и я могу сказать. Поэтому вот на уровне кое-что, как бы, это не искусство, это, скажем так, ну какая-то такая продукция, да, массовая. Вот, поэтому, если ребята хотят, чтобы
их пересматривали работы и все остальное, должны насыщать огромным количеством смыслов. А для Для того, этого, чтобы было интересно. правильно понимаю, для этого надо себя питать. Конечно, конечно. И я говорю, они то есть мы все равно делаем приносим тот результат, то, что мы делаем от души, только то, насколько мы сами поднялись в понимании чего-то. Нет, есть, конечно, такое понятие, как интуиция. Потому что очень многие вещи творческие происходят интуитивно. Если человек Вадим духом, то это очень хорошо, потому что Господь ведет, и ты не понимаешь, почему ты это делаешь, а потом доходит даже иногда осознание, что сделал правильно. Потому что тебя дух ведет. Это очень важно. Водительство духом очень важно. А вот можно вот этот момент, Елена Октябрьевна, чуть поподробнее, потому что часто, когда вот соприкасаешься с книгами, где пишут про режиссуру, и даже когда уже получаешь обучаешься, то говорят, да, вот про этот режиссер, что ты должен увидеть идею, ты должен все простроить сценарий, все прописать. А вы сейчас Мгм. говорите про другой аспект. Мне кажется, его очень мало освещают. Когда, да, я проделал колоссальную работу, но при этом я открыт к новому в процессе съемок. Вот вы сталкивались с этим? Конечно. Вы знаете, вот, допустим, когда я снималась в «Черной кошке», я играла мать главного убийцы, ам, верующую женщину. Мне повезло, потому что режиссер Антон Сиверс, он тоже верующий. И мы с ним придумали несколько моментов в картине, очень мощных и важных. Когда мать начинает придумали сцену, когда она начинает молиться, и у нее молитва не идет, и когда она говорит: Господи, там она смотрит, говорит: не могу молиться, стыдно смотреть на тебя, и так далее. Потом в финале, допустим, сцена, ну, ей говорят, что сына расстреляли. И я поворачиваюсь, играю, что моя героиня просветленная. Вместо истерики, вопли, сына убили, похоронили, могилы нет и так далее. Господь остановил его на этом пути. И многие подходят и говорят: слушай, говорит, потрясающий финал. Значит, до людей доходит то, что мы вкладываем. И вот очень важно, чтобы ребята понимали, им предлагают роль, да, можно что-то предложить. Также и режиссеры, когда тебе предлагают сценарий, продюсеры там дают или автор, ты начинаешь думать, чем наполнить это, добавить что-то. Всегда возможно вплоть до площадки. На площадке всегда есть возможность поправить текст, вдруг что-то додумать. Актер придет, что-то подскажет. Вот мы снимали в Минске картину, мою картину снимали, и Володечка Ильин замечательную вещь предложил. Он вдруг сказал: ты знаешь, говорит, я не видела такого трамвая раньше, вот, на тебя уповаю картина. Он говорит: слушай, говорит, я увидел трамвай, говорит, в нем были компостеры для билетов, красные, а у нас сцена, как умирает его герой. Ему становится плохо, потому что он узнает, что девочку там сдали в детский дом, матери нет, вот, и у него сердечный приступ в трамвае, и он умирает. Он говорит: слушай, говорит, такая страшная история с этими компостерами. Люди как билеты, раз и все, и уже использован. И вот он предложил это, и мы нашли такой трамвай. Мы сняли в нем, мы сделали общий план, когда он стоит, ему становится нехорошо, и он и вот пробивают эти билеты. Мы снимаем его крупнее, когда он начинает задыхаться, и крупнее компостера. И последний план, когда ему совсем плохо, когда он просто падает, мы снимаем крупно-крупно компостер. Это получился образный, символичный образ, который вот для меня оказался, как для режиссера, очень важным. А это предложил актер. И это замечательно, потому что это смыслово несет, потому что в любом случае ребята должны понимать, что кино – это не только отображение действительности, оно должно быть символично. Когда оно мощное, тогда оно дает повод для размышлений. Потом кто-то тоже из таких философов сказал, что искусство, то ли Волконский, то ли Трубецкой, кто-то из них сказал, что искусство – это не отображенное действительно, преображенное. Все-таки Елена мы ее Октябрьевна,
да, Можно вот на этой мысли тоже, да, пожалуйста, чуть-чуть да, поподробнее, потому что мы пытаемся с Наташей донести, но я думаю, что что-то может удивительное сейчас произойти. да, А, Сейчас, ну, не прямо сейчас, уже какое-то время происходят в кино такие фильмы «Зеркало», где авторы просто отображают действительность того, что да. происходит там в одной стране или в одной семье, без привнесения туда, ну, какого-то такого смысла. Просто вот Да. зеркало. Как вы можете прокомментировать вот именно такой вид искусства? И может ли это быть? Или все-таки кино, как вы правильно сейчас сказали, это вот именно привнесение туда мысли, идеи? Володечка, дело в том, что все зависит от того, кто делает. М, Знаешь, вот тоже у того же Бердяева очень интересная мысль о том, что а, гениальный человек, он может даже ничего не создать, то есть это гениальность, это дерзновение перед Богом что-то. Талант– это служение. Человек взял там, снял что-то, его оценили, что это талантливо, но это все равно служение. Но Еще раз, служение, Елена Октябрьевна, можете эту мысль повторить? Чуть-чуть я, подвисли. я не очень четко объясняю, я тебе просто хочу сказать, что а, э, человек, если вот ему приносят сценарий, в котором, ну, нет заложено темы, мысли такой какой-то глубокой, которую вот хотелось бы привнести, значит, это требует определенного внутреннего дерзновения, отсутствия страха перед продюсерами, сказать, что, ребят, я хочу вот поправить, я хочу внести вот это, я хочу это. И договориться с теми, с кем он это работает, чтобы, допустим, я там снимаю сериал, а у меня там полно там чертыханий или еще что-то. Я сказала, говорю, я это убираю, этого не будет, потому что само слово черт это заклятие. В этих 4 буквах есть код, являющийся заклятием, который вызывает определенные энергии негативные. Произнося этого, то есть мы даем этому жизнь. Поэтому я чищу сценарием, я убираю то, что я считаю ненужным, я пытаюсь вносить то, что мне нравится и то, что мне нужно по смыслу, потому что я думаю, что, наверное, нет смысла тратить бешеную энергию, которую приходится сегодня тратить людям, которые снимают кино, потому что режимы страшные. Ты работаешь не меньше 12 часов в день, 6 дней в неделю, иногда по 1,5 года и так далее. То есть это не каждое физическое тело выдерживает. Да. Но делать это не для того, чтобы сделать какое-то открытие для людей. Ведь на что мы западаем, когда мы что-то смотрели, смотреть? Когда мы видим некий смысл, вот то, о чем говорит Антон, я хочу быть нагружена высшим смыслом, я хочу узнать что-то то, что я не знала, что, допустим, сформулировал человек какой-то. Почему? Вот я очень радуюсь, когда я нахожу какую-то формулировку, то, что у меня интуитивно ощущение, а это сформулировано. Я однажды на одном из выступлений в Союзе кинематографистов на пленуме, я довольно много цитировала Евангелие, мне сказали, что ты цитируешь? Я говорю, гениально сформулировано. То есть просто это настолько точно сформулировано, что этим можно пользоваться. И очень важно, потому что слово, оно творит. Чаями Евангелие начинается. Сначала было слово, и слово было у Бога, и через него все начало быть, что начало быть. А в искусстве тем более. Сценарий, идея, все это обговаривается, формируется некая реальность, и дальше уже она идет реализация. Поэтому очень важно, чтобы они понимали всю меру ответственности того, что делают, потому что, знаете, как старцы тоже говорили, когда человек ругается, допустим, матершина, там еще что-то, происходит изменение реальности. На слове не случайно так называется, скверно, это мерзость перед Богом. Хотелось бы, чтобы мы все-таки творили и старались делать то, что людям помогает становиться лучше. Искусство к этому, Лермонтов сказал, что книга не место для брани. Поэтому, когда сегодня начинаются мат и все остальное в искусстве, я этого не приемлю совершенно. Я считаю, что это невозможно. Спасибо вам большое. Вы так подробно и так вдохновенно поделились с нами вот этой ответственностью, потому что я чувствую, что это реализовано, и это не просто какие-то красивые слова, это реализовано вашей жизнью, вашим творчеством.
Я стараюсь, насколько могу, да, Да. все это Дорогие сделать. Но друзья, ничего. пишите, да, пишите, пожалуйста, свои вопросы, пишите, как вам откликается то, о чем мы говорим, чтобы мы понимали, куда нам направить нашу встречу сегодня. Да-да-да, давайте вопросы, я с удовольствием отвечу. А, Некоторые подростки мечтают учиться и жить за границей. Что вы можете рассказать об этом и своей жизни? Это пишут нам, видимо, руководители студий, которые сталкиваются с тем, что молодое Я вам поколение. могу сказать, вот я сейчас веду курсы повышения как бы квалификации такой на Амедиа. И вот они, говоря о своих мечтах, они говорят: "Я хочу пить там Оскар, там то сё, Америка". Я говорю: "Ребята, я говорю, для начала вы хотя бы здесь состоять должны". Дело не в этом. Там совершенно другой менталитет, там другие требования к людям, другие, там все другое. Если они готовы к этому, пробуют. Я ничего не могу сказать. Я не могу сказать: "Ребят, не делайте этого". Я бы не осталась нигде. Для меня моя родина, там, где родилась, там и пригодилась. Пригодилось, да. Это сознание определенное, понимаешь? Потому что я много где была. Я была больше, чем в 20 странах. Я была на фестивалях, я смотрела, снималась за границей. Но я могу сказать, что, ну вот лично для меня мой язык, моя речь, моя драматургия мне интересней. Потому что я смотрю на наших актеров, многих, которые уехали туда, их используют в большей степени в каких-то эпизодах, незначительных ролях, какими-то бандитами там или еще что-то. То есть я не вижу какого-то невероятного творческого полета там у них. Они многие возвращаются сюда, и я не буду называть фамилии, и начинают работать здесь. У них они здесь более востребованы, чем там. Поэтому это такая иллюзия, что ты уехал туда и там стал звездой. Ты здесь стань, тогда, может, и там где-нибудь пригодишься. Да. Поэтому те, кто уезжают и начинают там, я не вижу многих, кто бы там состоялся, там, а у нас они были звездами многие. Примеров много, что именно возвращаются обратно. Поэтому это пустые, это все реклама. Это все реклама нам навязывает, потому что у нас телевидение под америкосами, поэтому у нас вот это главное. А вы здесь попробуйте так, чтобы что такое. Вот я, например, снялась в сериал "Свидетельство о рождении" и очень горда, что у меня приз зрительских симпатий, наш. Для меня это круто, потому что зрители в дождь, в ливень пришли, смотрели, поставили высокие оценки, переживали, какой будет приз и так далее. Понимаешь? Я для кого я работаю? Для наших зрителей, Да. для наших. Хотя наши картины, многие же идут туда куда-то. Как вы думаете, почему сейчас не снимают добрые детские фильмы? С детским кино большая сложность именно потому, что у нас сейчас продюсерское кино, продюсеры хотят зарабатывать деньги продукцией. В детское кино нельзя ставить рекламу, то есть это сразу убирается огромный пласт заработка. Вот. Об этом уже воют много лет. Может быть, что-то меняется, и сейчас пришел новый министр культуры, идут разговоры о том, что сейчас снова Министерство культуры начинает как-то так интерес проявлять именно к детскому кино, потому что это очень важно. Но я вам хочу сказать, что вот я сняла детский сериал "Полосатое лето". Он прошел пару раз по телевизору. Он есть в интернете "Полосатое лето". 8 серий, замечательные, 6 серий. Замечательная история. У меня там и Коля Расторгуев играет негодяйского продюсера музыкального, замечательные актеры снимаются. У меня ребята 10-11 лет там и поют, и танцуют, и под водой плавают, и трюки делают, и на лошадях скачут, и вообще все. Но это никому не нужно. Вот в интернете можно смотреть. Слава богу, есть интернет. То есть это можно увидеть. А так, ну что, невыгодно каналам показывать детское кино. Поэтому и ситуация. У нас сегодня деньги решают все, большей частью. Поэтому печальная история, но тем не менее она есть. Пишут, что обязательно посмотрят этот фильм, Так, вы обязательно снимали посмотрят. картину Даниила Гранина, очень быстро убрали. Скажите еще раз вопрос, потому А что я я не успела. прочитаю, я могу прочитать. Давай. В Да. 1985 году вы снимались в фильме «Картина» Да. по роману Даниила Гранина. Режиссер фильма Булат Мансуров.
До Да. этого снимал фильм, экранизацию по повести Виктора Астафьева «Перевал». Автор присутствовал на съемках. По ходу работы над фильмом переписывал несколько сцен. Был ли Даниил Гранин на съемках фильма «Картины»? Если был, помогал ли он его присутствие в работе? На съемках он не был, мы снимали в Валдае, и там в других местах, он не был, но он с режиссером они работали, да. А я там еще была на преддипломной практике режиссерской. Свободное от своих съемок время я бегала с хлопушкой по площадке. Ходила в монтажную. Вот. Я получила огромный опыт у Булата Мансурова, он удивительный человек, режиссер. Он очень многому меня научил на площадке. Мало того, я снимала диплом по сценарию, который он написал по середине века Луговского. У меня был такой 17-минутный фильм «Новый год». Он тоже, по-моему, есть в интернете. 17 минут, такой философский. Вот, он был автором сценария. Ну, история хорошая, да. Спасибо за вопрос. Поделитесь, пожалуйста, вот, может быть, практическими какими-то вещами, с чего вы начинаете, как режиссер, работать над своей будущей работой? Вот приступать. Кажется, сценария. Сценарий очень важен. Иногда бывает ситуация, когда тебе уже готовый сценарий дают, ты смотришь, что там не так, что тебе хочется поменять, изменить ли что-то. Иногда бывает, нет, все нормально, потому что продюсеры ведут себя по-разному, некоторые требуют абсолютно четкого соответствия тому, что написано, утверждено, и никаких изменений. Но мне везет, потому что я уже так много лет работаю в кино, что как-то мне доверяют, поэтому я отстаиваю свои какие-то желания. Вот. Вот сейчас пишут сценарии, я с авторами работаю, то есть я смотрю, мне очень повезло, сейчас у меня хороший продюсер, Евгения Вельшанская, она очень хорошо разбирается в сценарном деле, у нее такие советы точные, мощные просто. Слава богу, я просто говорю, вот мне подарок просто. Вот. И, конечно, сценарий сначала. Дальше кастинг важен, потому что в любом случае есть актеры, которые могут сыграть разные вещи, от положительного героя до отрицательного. Но тебе нужно команду создать, потому что от этого будет зависеть качество картины. Потому что есть актеры, которые рядом не смотрятся или еще что-то. То есть вот это очень сложный процесс. Как раз у меня сейчас вот это идет. У меня главных героев утвердили на этом проекте. И сейчас очень важно найти второстепенные роли, потому что, понимаешь, это может быть эпизод, но это в сериале эпизод. Это роль, большая роль. Это не одна сцена. Называется эпизод, а она роль. И очень важно, чтобы это был профессиональный человек, потому что, к сожалению, сегодняшнее телевидение, вот эти все шоу юмористические и так далее, они, КВН и все остальное, они прививают людям такое ощущение абсолютное, а вот что бы я не слабал, тут и все пройдет. Актерская профессия – профессия. И вот у меня сейчас на меди приходят ребята, которые кто-то окончили театральные вузы, кто-то уже имеет опыт съемок какой-то там в рекламах или еще где-то. Но я им всем говорю, ребята, это профессия, всем советую почитать книгу, она продается. Это князь Сергей Волконский перевел систему Дель Сарто. Вот есть такая книга «Выразительный человек». Это очень важно знать как актерам, так и режиссерам. Михаил Ром, наш очень такой серьезный, очень хороший, великий режиссер, он говорил, что вот это должно быть настольной книгой артиста и режиссера, а не система Станиславского. Потому что он разбирает тело человека, артиста, вот от макушки до пяток. Что мы выражаем? Потому что учеными доказано, что 65% информации любой человек берет из того, что он видит. Вербальная, словесная информация не больше 35%. Мало того, человек может лгать. Но есть тело, которое может не лгать. Или тоже. Понимаешь, то есть вот человек должен владеть своим телом. Это инструмент. Музыкант играет на инструменте, извлекает из него звуки, а кто работает своим телом. И поэтому нужно знать,
что твое тело выражает, потому что у тебя может не быть текста, но ты должен четко сыграть то, что просит режиссер. Это касается актера. А режиссер должен подсказать артисту, если он какие-то вещи не понимает. Вот есть, ну вот элементарный пример. У актера плохое зрение, он снял очки, и он чуть-чуть тюрится. Мгм. Но вот по Дельсарту, вот брови, веки и глаза 81 жест. Вот только приподнятые нижние веки, яркий жест, очень сильный. Я приподнимаю веки и говорю, я тебя люблю. Веришь? Нет. А человек просто сощурился из-за того, что у него зрение плохое, понимаешь? М. И уже, а зритель-то воспринимает это как неправду, как иронию, как еще, как сарказм какой-то и так И далее, зритель понимаешь? начинает додумывать, получается, он Да, в этом он, подвох. он наполняет видимое определенной информацией для себя. Интонация. Что такое интонация? Информация одна, да, но информация дает окраску информации нейтральной. Можно сказать одно и то же слово, но с абсолютно разной интонацией, и это будет или это гордыня, или это злость, или наоборот благожелательность и так далее. Что такое интонация? И актер тоже должен этим владеть. Есть специальные упражнения при обучении, но человек может учиться плохо. Потом начинается проблема, актер начинает важно, атмосфера, твое состояние, что ты подразумеваешь, твоя внутренняя жизнь интересна. Я всегда говорю актерам, мне интересны актеры, которые на экране мыслят. Когда я вижу, что и у него какая-то жизнь идет между его репликами. А играть реплики, ну тогда иди на радио. А я тебя вижу, я хочу видеть твою жизнь внутреннюю, хочу догадываться, где ты слукавил, где ты хотел сказать одно, а сказал другое. Тогда я вникаю. Мне интересно наблюдать, как мы это в жизни видим всегда. Мы же реагируем на мелочи, которые человек проявляет, и понимаем, здесь что-то не так, или там еще что-то, да? Это очень важно. И актер должен знать это. И это должно быть органично. На самом деле это не так сложно, потому что когда человек это хотя бы один раз внимательно прочел, понял для себя, оно дальше уже срабатывает автоматически. Самое смешное, что люди, которые читали эту книгу, актеры, режиссеры, они друг друга узнают. Да? Да, они меньше делают неправильных жестов. Меньше делают неправильных жестов. Спасибо. У нас как раз есть такой вопрос тоже. Эти книги есть на Озоне, они продаются, книга называется «Выразительный человек». Я очень советую, потому что я рассказываю всем, и многие актеры покупают эти книги. Они недорогие, но это очень важно. Это Да, мы профессия. все, что нам наши дорогие мастера советуют, мы все выписываем и потом в чате передаем ребятам, и фильмы, которые советуют, и книги, которые советуют к прочтению. Я надеюсь, что после фестиваля у нас такая, как бы памятка появится Ну, всех хорошо. работ, всех книг, которые важно изучить. И здесь есть такой вопрос. Первый вопрос. На каких фильмах вы выросли, то есть фильмы из вашего детства, может быть, можете что-то вспомнить и посоветовать нам. А второй вопрос, какие вы фильмы сейчас нам можете посоветовать, чтобы мы смотрели их и могли проанализировать и углубиться вот в профессию режиссера, актера? Ой, Володечка, мне всегда сложно вот такие вопросы, потому что что-то одно другое выделять мне всегда очень сложно, потому что можно научиться и на плохом фильме. Да, Понимаешь? Главное, чтобы ты, что называется, фильтровал информацию. Потому что если ты понимаешь, что вот это плохо и не так делается, это для тебя тоже урок. Поэтому хорошие фильмы, они есть, они интересные. И главное, что я могу сказать, что хорошие актеры, они, ты когда смотришь, понимаешь, ну трудно вот выделять там, я росла на этом, я очень много чего смотрела. И у одного и того же режиссера бывают очень хорошие картины, а бывают слабые. Ну, за разных ситуаций. Поэтому я бы не стала как-то вот сейчас выделять и советовать что-то. Сложно, потому что вкусы у людей разные, понимаешь?
Я улыбаюсь, потому что для нас, Наташа, это тоже один из сложных вопросов, Для и нам меня на очень. нашем мастер-классе тоже его задавали, и мы так. Почему? Потому что, ну, видимо, это тоже, наверное, от вас передалось. Потому что смотреть кино нужно все, и хорошее, и плохое. И самая ценность- это как раз в анализе после фильма. Конечно. То, что мы Мало можем того, я обсудить могу еще вообще. рассказать одну историю. Я когда репетировала на актерском курсе, у меня на дипломе мы играли Гамлета, и я играла Офелию. И мы придумали, я начиталась книжек по психиатрии. Мне было интересно, потому что, ну, у нее шизофрения, она же, так сказать, сошла с ума. Я начиталась книжек там про пластику, про то, про все, что бывает у людей в этом состоянии. И у меня не шла одна сцена, я никак не могла пробиться сквозь. Мы придумали. Репетировали в аудитории небольшой, ну, как эта комната больше. И мы придумали, что Офелия, первый выход ее уже сумасшедший, она выходит и на авансцене, одно дело, когда на сцене, а репетируешь-то в комнате, и она на авансцене видит могилу отца, видение у нее. И вот она оседает, дотрагивается, и она должна закричать. А дальше начинается вот эта вся сцена, начинает видеть всех, кто находится рядом. Я не могла закричать, потому что это было в полуметре от ног Лёзновой. Я вот должна была осесть, и я не могла закричать, потому что гулко, маленькая аудитория, все. Я приехала к Наташе Вилькиной, которая играла мою маму в школьном вальсе. Мы очень подружились. Она очень хорошая актриса была, потрясающая. Она потом была моей крестной в театре. Она меня, когда я пришла в Малый театр, она меня туда вытащила. Я еще студенткой там начала работать. Она меня поставила перед суфлерской будкой. Там еще в прежние века гвоздиками был выбит крестик. Она меня поставила на колени и сказала: вот, благословляю тебя на служение перед этим крестиком. Вот, я приехала к ней, я говорю: Наташа, я говорю, не знаю, что мне делать, у меня не идет эта сцена, не могу закричать. То есть я не могу раскрепоститься, мне мешает, я вижу ноги, и я выключаюсь из сцены. Она говорит: запомни раз и навсегда. У тебя должны быть, когда ты репетируешь, две очень плохие репетиции. Одна, на которой ты ничего не играешь, а вторая, где ты наигрываешь как сволочь. Чтобы ты поняла меру того, что нужно. Не бойся плохо репетировать. А в кино нужно выдавать. Но есть возможность репетировать. Я всегда советую ребятам, я говорю: ребята, есть время грима, костюма, ожидания съемки. Накидывайте текст с партнерами без режиссера для того, чтобы искать что-то, друг другу что-то советуйте, потому что в кино мало репетировать есть время. Не все режиссеры на это идут. Вы должны уже Да. готовы прийти на площадку и сделать все то, что вот мы сейчас снимаемся, нам режиссер так немного практически каких-то таких советов не дает. Ну, у нас актеры уже профессиональные, поэтому, в общем, нету таких разговоров, там репетиции идут технические, с текстом, с камерой, со светом. Вот, но все это нужно использовать для того, чтобы вы нашли то, что надо. В кино нужен результат сразу, в театре, ну, там больше времени для репетиции. Вот, поэтому вот очень важно не бояться плохо репетировать, то есть люди боятся: ой, подумают, я плохой артист. Не бойтесь, я пробую, я ищу. Это очень важно. Вообще это профессия такая, которая смелости требует, а не страха. Спасибо вам большое, Елена Октябрьевна. Еще один вопрос сейчас Да. пришел. Как вы относитесь к иронии? Почему? Ирония. Ирония. Я могу сказать, что она бывает разного качества. Если это добрая ирония, это юмор добрый, изначально, в котором есть как бы, ну, уважение, любовь к человеку, это хорошо. Если это ирония злая, то это абсолютно не божественное качество. Об этом еще и Блок писал, другие, что ирония, что это не божественное качество, что это вообще приравнивается чуть ли не к нарушению заповеди «не убий». Потому что когда ты зло иронизируешь над кем-то, ты убиваешь образ этого человека. Это нужно понимать. Потому что очень много сарказма, злости такой, и вроде колкий юмор, и вроде народ посмеялся, но это не хорошее дело. Потому что когда ирония с добром, чтобы человеку как-то через юмор подсказать какие-то вещи, это хорошо.
Спасибо большое. Лена Октябрьевна, можно вот еще один вопрос, Да. будет уже заключительный. Можете раскрыть, пожалуйста, роль учителя и наставника в жизни? Вот, потому что нас смотрят молодые ребята. Хочется вот с вашей стороны услышать, насколько это важно, учитель, наставник в роли молодого человека, который вот становится в какой-то профессии или просто как личность в жизни становится. Я могу сказать одно, чтобы не боялись ни в коем случае задавать вопросы. Почему? Потому что, когда человек стесняется задавать вопрос, у меня был смешной опыт в юности, у меня подружка была там, если я что-то спрашиваю, она говорит: что, дура, что ли? Не понимаешь. И я в какой-то момент перестала задавать вопросы. То есть комплекс развился. Вот главное, чтобы этого комплекса не было ни у кого. Почему? Потому что если вам дан педагог, дан человек, не всегда может ам, сам сообразить, что вам посоветовать. М, Спрашивайте. Потому что когда вы задаете вопросы, человек сразу вам выдаст какую-то. Почему это важно? Потому что заново изобретать велосипед, который уже изобретен, но это очень уходит много энергии, времени, а иногда упускаются возможности. То есть мы должны постоянно расширять круг своих знаний. Педагог дается для того, чтобы помочь, открыть что-то, сделать, облегчить вам процесс познания профессии. Это очень важно. Вот у Конфуция, кстати, была фраза такая, что раньше люди учились для того, чтобы совершенствовать себя, а теперь учатся для того, чтобы удивить других. м, Ну, понимаешь, разный вектор. Конечно. Удивлять можно, извините меня, голой задницей на экране. Ну, удивили, и что толку-то от этого, понимаешь? Что у людей осталось от этого? Поэтому для того, чтобы совершенствовать себя, нужно использовать все, что есть вокруг. Почему я говорю, что там... Я не могу сказать, что я научилась на этом фильме или там на каком-то другом. Потому что вся жизнь вокруг, если ты за ней внимательно наблюдаешь, почему и упражнение такое у студентов есть, наблюдение. М, Для чего? Для того, чтобы были внимательными и видели какие-то краски интересные, какие-то необычные вещи, которые, ну, не очень свойственны тебе. Чтобы ты мог делать разные образы, потому что, ну что, рано или поздно, если актер использует только в одном его качестве, вот он такой, какой он есть, он такой же на экране. Но это надоедает. да, И такое стоит, когда начинаешь говорить, вот давайте этого артиста. Да он везде одинаковый. Это очень опасно. Это может прекратить вашу жизнь в профессии. А если вы будете пробовать разные образы, предлагать еще что-то, то есть может быть очень интересная, насыщенная творческая жизнь, чтобы вот ребята ни в коем случае от этого не отказывают, потому что всегда можно предложить, тебе пришел, хочу попробовать вот эту, даже еще на уровне учебы. И это может быть неожиданно и очень здорово. И это может поменять вообще всю вашу жизнь творческую. Поэтому вот не надо этого бояться, и используйте своих педагогов по полной катушке. Тех, кто рядом. спасибо большое, Елена Октябрьевна. Это звучит как наставление для нас. Ученик — это тот, кто задает вопросы. Вот, Да. поэтому, если у нас Но есть, еще Кронштадтский говорил, он преподавал, Иоанн Кронштадтский, он говорил, не важно, сколько человек услышал, важно, сколько усвоил. да. Спасибо вам большое. Час пролетел просто очень быстро. Я понимаю, как мало часа, чтобы полностью погрузиться в те мысли, в те размышления, которые вы проводите. Спасибо вам большое. Для меня, правда, очень важно было, чтобы ребята с вами встретились сегодня, почувствовали вас, и вы сказали очень много. Я много чего записал, и надеюсь, что это как семя посаженное, которое будет прорастать. Дай Бог. Всем вдохновения. Тот же Григорий Палама сказал, что вдохновение – это один из видов энергии Святого Духа. Потому что человеку дан дар творчества от Бога. Это божественное качество. И очень важно, на что мы этот талант используем. Спасибо вам большое. В свою очередь, вам хочется пожелать прежде всего сил, здоровья и Спасибо. больших творческих реализаций, потому что я уверен, что вы еще сделаете такие вещи, на которые мы будем учиться, учиться и учиться. Ну, дай Бог. Как Спасибо. Господь да, устроит. Спасибо большое за разговор, за вопросы. Всем ребятам удачи. Спасибо.
Ну вот, дорогие друзья, вот такая у нас была душевная, сердечная встреча с дорогой и любимой нашему сердцу Еленой Октябриной. Я надеюсь, что эта встреча что-то оставила в вас. Вы сегодня поделитесь в чате, расскажите, пожалуйста, что было важного из услышанного и что вы уносите с собой. И Володя, пришли потом тогда какие-то отзывы, ладно? да, конечно, конечно, Ну, Елена. хорошо, да. Все. Всех Вот, обнимаю. С Богом. спасибо вам, Елена Октябрьевна. На сегодня встреча наша подходит к концу, мы переходим в чат, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь, давайте писать, давайте общаться, делиться друг с другом вдохновением. Хорошего всем времени суток!